Доброго времени суток, братишки и сестренки, вы на канале Nix Play. Победителями в прошлом розыгрыше стали Восставший, Король Шутов, Такеши Кавач, Gloom Cloud и Хан 84. Поздравляю, призы я отправил на кладовщика Кухни Гурмана. Так, братва сталкерская, не огорчаемся, но следующего розыгрыша пока что не будет. Впереди у нас новогодние каникулы, мне очень хочется отдохнуть, посвятить время себе и своей семье, наполниться позитивной энергией и силами, а затем весь предстоящий год делиться позитивом и отличным контентом с вами. Уверен, вы меня поймете и поддержите. Итак, прошла очередная неделя. Всю неделю я работал и ежедневно заходил в игру лишь для того, чтобы сдать ежедневные квесты отставному полковнику, ну и пофармить частей мутантов для этого квеста. Именно поэтому я снова оказался в поселке Радиус, а не в деревне Гурмана. Отсюда и начинается моя 18-я серия увлекательного развития персонажа. Приятного аппетита всем, кто кушает. Для того, чтобы совершить задуманное на эту трансляцию, мне нужно было 5 экранов бета, поэтому я и оказался на поле с аномалиями. Пошукав некоторое время, я встретил сталкера и предложил купить у него нужные мне экраны, так как лазить по аномалиям у меня особого желания не было. На мое счастье, он согласился, и я выкупил 4 недостающих экрана бета всего за 100 тысяч. После удачной сделки я направился в аэропорт, отыскал там Вадиму Ступку, поговорил с ним и получил задание возвращения блудного брата. Но прежде чем отправляться по этому заданию к штакету, я заглянул на минуточку к рыжему локации аэропорт квадрат А24 и продал все ненужные по квесту артефакты, потому что носить их с собой смысла нет, они протухнут, а так хоть очки торговли и немножечко деньжат будет. После торговли с рыжим я пошел на крышу котельной взять задание у Егора Стрелка. Котельная находится в квадрате С42 локация аэропорт. С крыши я принялся отстреливать собак, бродивших в затопленной деревне. Признаться честно, отстреливать псов на таком расстоянии в мушке, да и из пистолет-пулемета не очень приятное занятие. Но другого выхода у меня не было, поэтому пришлось помучиться. Попыхтев на крыше котельной около 18 минут, я выполнил задание и с гордо поднятой головой отправился дальше по своим сталкерским делишкам. А делишки привели меня в город Любич. Тут я добежал до Марка и выполнил задание «Олимпийские тренировки». Ничего сложного, всего лишь побегать вокруг парка, и за это получаешь малый контейнер для артефактов и маленький стабилизированный раствор на 10 использований. Плевое дело. После тренировки я пошел в убежище к штакету. У него мне требовалось узнать про блудного брата, которого ищет Ступка. Ввиду хорошей репутации штакет направляет меня поговорить с Боровым. Сидит он на локации окрестности Любича квадрат С22. По дороге к Борову я зашел в деревню Гурмана. Тут меня ждал подписчик для того, чтобы продать мне подушки бета, нужные по квесту для выкупа брата. Но сталкер решил не брать с меня денег за них и просто так подарил, чему я был очень сильно рад. Если ты смотришь это видео, благодарю тебя за этот подарок, мой друг. Также у меня есть подарок и для тебя, мой дорогой новичок. Если ты только-только начинаешь играть, то скорее вводи промокод Nix в меню игры. Он подарит тебе премиум абсолютно бесплатно и совсем не важно, где ты играешь. Steam VK или Launcher, промокод работает везде. Также с гордостью сообщаю тебе, что наполнение промокода после обновления переработали и добавили в него даже бронежилет. Так что скорее забирай свои подарки, ведь время ввода его ограничено. Придя в лагерь Мокрухи, я снял все артефакты с пояса и пошел выяснять информацию у Борова. Боров просто так говорить мне ничего не хотел и потребовал выкуп. Именно для этого я и взял с собой 5 экранов бета и 5 подушек бета. Отдаю артефакты Борову и получаю информацию о том, что брат Ступки сидит и ждет в доме на холме, локация Караван. Вернулся в деревню Гурмана и начал собирать на складе все необходимые грибы по квесту грибницы на всю братву. Всех грибов у меня, конечно же, не было, поэтому я закупил недостающие с доски. Также сразу прикупил крупные гайки и металлические пластины для квеста «Мастер на все руки». Дождался все посылки, загрузил хабар и пошел на аэропорт, кроме сибиряков квадрат Б33. По пути заплыл еще к ученым в лагере гида, так как открыт быстрый переход с дамбы, и купил у них большой контейнер для артефактов. Затем поплыл обратно на аэропорт. На аэропорту по пути к Роме я зашел к рыжему в квадрат А24, продал подушки и купил у него 2 пластины стеклотекстолита. Они мне нужны были для квеста «Мастер на все руки». Наконец-то дошел до Ромы Сибиряка, начал сдавать квест «Мастер на все руки» и понял, что опростофилился. Ведь по квесту надо было принести 3 пластины стеклотекстолита, а не 2. Поэтому сбегал снова к рыжему, докупил необходимое и побежал обратно до Ромы. Сдал задание и получил за него мешок. Следом взял задание «Грибница на всю братву», а так как все грибы я заранее принес с собой, то квест сдал сразу же и без проблем. В награду получил большой контейнер для хранения артефактов, немного денег и опыта. Затем я отправился в Тунгуску и добежал до поселка Радиус в квадрат С23. Тут собрал все контейнеры для артефактов, заправил их стабраствором и через Колю Барсука перешел на Караван. Дорога до печального сталкера в квадрат В71 заняла намного больше времени, чем могла бы. Все потому, что я попутно шукал аномалии и Борову для того, чтобы насобирать немного ценного хабара и выйти с Каравана с хорошим плюсом. Придя в нужный квадрат, я встретился с братом Ступки, поговорил с ним,
сказал, что бандиты его больше не ищут, и брат его очень сильно ждет. Игорь Ступка сказал, чтобы я шел без него, и попросил передать Вадиму записку. В записке было написано, что он придет сам, но чуть позже. Придя на аэропорт, я отдал Вадиму записку от брата и получил 400 тысяч денег, 400 тысяч опыта, большой контейнер для артефактов и бутылку с таб-раствора. За этот стрим я получил 2 больших контейнера для артефактов, опыт и бутылку с таб-раствора. Что хочу сказать, посмотрев заново несколько следующих трансляций с прокачкой новичка, я ничего особо там интересного не усмотрел. Начался бесконечный монотонный фарм данжей и ежедневных заданий, чтобы получить как можно больше опыта и прокачать уровень своего персонажа. К тому же начался ивент с подснежниками, и конечно же я начал их фармить, чтобы попробовать, каково это на самом деле. В общем, за 18 серий, то есть за 18 стримов прокачки своего персонажа, я открыл локации: Тунгуску, Черный лес, Новую землю, переход через лифтера, переход на Везувий через лодочника и обратно. Выполнил основные нужные для меня квесты, достиг 83 уровня персонажа, открыл и прокачал нужные мне навыки. Достал неплохое вооружение и маломальское снаряжение, которого вполне достаточно, чтобы бегать по зоне и заниматься своими делишками. В общем и целом, как я считаю, прокачал персонажа и вывел его на уровень свободного фарма. То есть дальше по плану у меня фарм данжей, фарм серебра и копить на улучшение своего снаряжения. Впрочем, чем я и занимался на трансляциях дальше. Снимать по этим моментам видео я не вижу никакого смысла, так как это монотонный фарм, который никому не интересен. Я, конечно же, планировал закончить на юбилейной 20 серии, но, увы, материала у меня не хватило. А растягивать и мусолить трансляции, где нет контента, я не хочу. Не мой это стилек, бродяги-сталкеры. Поэтому я заявляю, что на 18 серии наше с вами путешествие от новичка до топа прекращается, так как, на мой взгляд, я полностью подготовил персонажа для того, чтобы комфортно фармить и жить в зоне. Но не расстраивайся, мой друг, я уже задумал новую темку для прокачки новичка, но уже на другом сервере. А на каком сервере буду развиваться, уже выбрали мои подписчики в группе Telegram. Спасибо, что досмотрел видео до конца. Подписывайся на другие соцсети, возможно, в них ты найдешь что-то полезное для себя. Все ссылки есть в описании и закрепленном комментарии. Увидимся в зоне, брат Сталкер. Иди, не мозоль глаза.